Добро пожаловать на канал Просто вкусно соленый. Всем привет! Сегодня мы приготовим вот такие сырники. Это очень просто, быстро и вкусно. Для приготовления мы возьмем творог 180 грамм, пачка, 1 куриный желток. А еще мы возьмем... Можно добавить изюм, а можно и без него. Изюм я замочила примерно на полчаса. Вот, в горячей воде. Можно также откинуть его на дуршлаг или ситечко. Здесь творога 180 грамм, это пачка, 10%. Может быть 5%, но ниже жирность не берите. Изюм распаренный, куриный желток, ложку сахара. Можно вообще сахар не добавлять, изюм придаст свою сладость. Щепотку, вот такую маленькую соли. Это для усиления вкуса. Соль практически чувствоваться не будет. Добавляем ванилина. Вот столечко. Масса получается очень ароматная. Посмотрите, какая она яркая и красивая. И теперь добавляем сюда муку. Творог зернистый здесь не годится. Надо, чтобы он был гладкий, без крупинок. Если творог ваш окажется сильно влажный, то добавьте еще 1 столовую ложку муки. Вот смотрите, у нас получился достаточно влажный, в том числе за счет изюма, потому что изюм был распаренный. Добавим еще столовую ложку. Это все время сюрприз, когда покупаешь творог, какой он окажется, с сывороткой или без сыворотки. Теперь мы можем уже дальше замешивать вручную. Замесили тесто нежное, сильно его вымешивать не надо. Вот оно, видите, я его, как легко оно прогибается у меня под пальцем, видите? Вот, на этом остановимся, дальше его не надо вымешивать. Посыпаем стол мукой, выкладываем шарики, которые мы катаем. Можно вот так ложкой отламывать и катать в муке. Опять ложкой отломали и в муку. Вот, таким образом мы поделили на примерные порции. Смотрите, вот мы сейчас обваливаем в муке, потом катаем в шарик. Следующий обваливаем в муке и катаем в шарик. Долго катать не надо, потому что они внутри должны сохранить такую форму нежную и мягкую, чтобы они оставались воздушными. Теперь остается только их придавить. Посмотрите, как я делаю. Вот так легонечко прихлопываю. И у них получается форма. Они должны остаться достаточно высокими, где-то 1-1,5 сантиметра высотой. Смотрите, видите, какие? Вот такие достаточно толстенькие должны быть. Вот, такими легкими прихлопываниями сильно давить не надо. Сковороду я поставила на маленький огонь, чтобы она равномерно прогревалась. Добавляем подсолнечное масло. Масла достаточно много, чтобы вся сковорода была закрыта. Лучше брать сковороду с толстым дном. Выкладываем сырники. Жарить можно не только на подсолнечном масле, можно и на топленом. Можно, когда нет времени делать топленое, просто на сливочном. Тоже выйдет очень вкусно. Обжариваем на маленьком огне 4-5 минут, затем переворачиваем. Видите? То, что надо. Такая золотисто-оранжевая корочка получается. На другой стороне 3 минуты. Достаточно долго мы держали, потому что сырнички у нас толстенькие, плотненькие. Выкладывать мы будем на бумажное полотенце, чтобы жир лишний стек. На кухне стоит восхитительный запах. Вот творожную выпечку не перепутаешь ни с какой просто мучной. Вот очень пахнет творогом вместе с ванилином. Такой творожный аромат вот во всей кухне прямо витает. Вот, то, что надо, видите? Сразу выкладываем на полотенце бумажное, и оно будет, лишний жир будет стекать. Подрумяненные.
очень ароматные, нежные внутри, такой приятной корочкой снаружи, тоненькой. И это получается такое количество с пачки творога, с одной пачки творога. Количество муки зависит от того, насколько у вас будет влажный или не влажный творог ваш. Муку можно заменить манкой, изюм можно не добавлять. Это все настолько индивидуально. Остается след от жира. Вот наши сырники уже приготовились. Посмотрите, какие они красивые получились. Корочка хрустящая снаружи, внутри они будут мягкие. Пахнут они восхитительно. Вот прямо таким творожным. В такие сырники можно не добавлять сахар, потому что здесь уже есть изюм. Вы можете добавить не только изюм, это может быть курага. А если вы не добавляли сахар, то можно подавать вместе с вареньем, с джемом, с чем-нибудь сладеньким. Так как я сюда добавила уже сахар, то подавать я буду со сметанкой. Смотрите, какой он мягкий, как он легко под вилкой прогибается, вы видите? Виден изюм. Есть такие беленькие крапинки творога. Это значит, что творог был недостаточно хорошего качества, он с магазина. Лучше, конечно, брать свой домашний или протереть его через ситечко. Мягкие, творожные, мука не чувствуется, яичный белок здесь не нужен. Есть много вариантов приготовления сырников. Этот вариант самый классический. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорых встреч!